Здравствуйте! Вы на неравнодушном канале. Сегодня я приехала на встречу с Леонидом. Ему 19 лет, и всю свою сознательную жизнь он прожил в сиротских учреждениях. На свое 18-летие он загадал желание встретить свою кровную маму. И представляете, благодаря фонду «Дорога жизни» нашли эту маму. И буквально на днях Леонид отправится на встречу к своей кровной матери. Как прошла встреча и как живет сейчас Леонид, смотрите в моем фильме. Лень, я уверена, что ты готовишься к встрече с мамой. В голове мысли какие-то у тебя есть? Вот какие ты слова ей скажешь, когда ты, может быть, сядешь с ней за стол? Вот что ты ей скажешь? Спасибо за все. И я ее очень сильно люблю. Ну и прощу за все, но я ее и так простил за все. Не волнуйся, смотри вперед. Какая-то информация о маме была? Почему мама отдала тебя в детский дом? Ты же взрослый человек, с тобой можно на эту тему говорить, ты уже 19 лет. Да. Но это из-за врачей. Врачи сказали, что я и года не проживу. И мама тогда бросила меня. Вот с тех пор я живу так. То есть я думаю, что просто, наверное, она тоже Побоялась, да, испугалась, побоялась. И никто не поддержал. Да, она на том моменте была молодая, слишком молодая, 21 лет всего лишь. А почему для тебя так важно приехать к маме и приехать в семью? Мама, это же родное, любить надо, за все простить. Пускай даже она и бросила, но ничем же все равно она не виновата. Надо любить человека такой, какой она есть. То есть ты на нее обиду не держишь? Нет. Я хотел ее увидеть и получил, что хотел. Я увидел с ней. А когда он жил в интернате был социальный работник, с которым у него были очень хорошие отношения. Социальный работник рассказал, наверное, взял историю, личное дело его, и рассказал, что как зовут маму, как зовут папу, дедушку. Рассказал, что у него есть 2 сестры. Леня всю эту информацию знал, запомнил, записал себе, знал все имена, знал, где живут, знал, что дедушка есть у него в Подмосковье. И попросил найти. Я написала Дарье Морозовой. Дарья – руководитель программы «Доступная помощь» и социального центра нашего. И Дарья в Одноклассниках стала прям вот сразу искать маму. Буквально через 5 минут она прислала мне фотографию мамы, и мы, в принципе, сразу поняли, что это она. Мама живет там же, в Якутии, откуда приехал Леня. Так как она в Одноклассниках не была уже там несколько лет, Даша поискала по друзьям, остальных друзей просмотрела маминых, нашла папу, нашла фотографии папы и нашла страничку тети. Написала на страничку тети, которая была онлайн не так давно, и буквально на следующее утро тетя ответила. Тетя передала контакты маме, и мама написала первые сообщения Даше. Рассказала, что она помнила все это время, что она знала, что этот день рано или поздно настанет, что она никогда не забывала про Леню. Лень, скажи, я знаю, что ты с мамой уже созванивался. Да, вчера, сегодня было в обед. А ты помнишь вообще, вот когда нашли маму, и был твой первый телефонный звонок? Вот Да, когда ты ее... Это же вот совсем недавно было. Ну да, вот Даша пришла к нам, это было понедельник. Сказала, что мы нашли семью. Так. Мама не против со мной, хочет общаться, не против. Она и вот тогда Даша позвонила тот день. Так. В 3 часа дня. Когда ты услышал маму на другом конце провода, какие у тебя были чувства? Чувство это такое, что не передать. Не знаю, я не могу такое сказать. Хотелось бы поскорее к ней. Да? Но она плакала. Она хотела плакать, но слезы сдерживалась.
Я даже не представляю, что может испытывать человек вот всю жизнь, да, сколько ты, 18 лет прожил по этим сиротским учреждениям, самым разным, да, и тут поехать домой. Да. Ты понимаешь, что новая жизнь начнется? Да, понимаю. Рядом с семьей. Леня родился со спинномозговой грыжей, с диагнозом спина бифида. И в то время внутриутробных операций не делали. И мама не была готова к такому ребенку. Маме не оказали поддержку ни родственники, ни врачи в больнице. В принципе, маме сообщили о том, что ребенок, скорее всего, будет инвалидом, будет овощем, не будет разговаривать, будет только лежать. А в 27 год она тебя родила. Да. Угу. Ее, я так понимаю, врачи напугали, что диагноз такой спина бифида. Да, да. И тогда, тогда еще год, не тот 5-й же год, тогда еще неизвестно об этом было как. Угу. И ты сначала попал в дом малютки. Да. До 6 лет. А потом после 6, 6, когда исполнилось, я в детском дом попал 4 апреля 2011 года. Ты так четко помнишь эту дату? А почему? Ну, я помню, как на самолете летал, как я приехал, я вечером Ты приехал. родился в Якутии. Да, но я не знаю, я был маленький, я точно помню, что самолет был. Угу. Вот, приехал вечером в детский дом, 9 вечера, Угу. и вот. И там жил до 17 лет, 2022 года. Вот какие воспоминания о детском доме? Сколько вас там человек было? Вот здесь, в одном группе, вот я в 10 группе был, у нас было от 8 до 10. Угу. Нормально. Ну да. Нормально. Друзья были? Да, много. Самый лучший друг это Сергей Синицын. Мы как я приехал в детском дом Так. в 2011 году, Угу. так с ними и дружу. До сих пор? Да. А он в Москве? Нет, к сожалению, как и все, они ПНИ. Там. В психоневрологическом интернате. Да. Подожди, а тебя перевели из дома малютки в психоневрологический интернат или это был детский дом? Детский дом был. Дом инвалидов, да? Да. Какие вообще воспоминания? Вот сейчас, когда вспоминаешь эти годы, что там было? Это редко было, но нормально все равно. В детском доме все равно ко мне относились нормально. И я к ним помогал им, чем попросят. Угу. За младшему тоже смотрел. Что ты можешь сказать о жизни в психоневрологическом интернате? Как там живут дети? Насколько им сложно? И могут ли они стать самостоятельными людьми, выйдя из такого заведения? Но это редкий случай, кому можно стать самостоятельным. А так нет. Кто-то семья собирает, кому-то ПНИ. Ну, а как ты считаешь, все-таки почему ребенку нужна семья? Для чего она нужна? Чтобы быть рядом, любить ее, уважать. Быть рядом, семейно. Что дает человеку семья? Что она дает? Любовь. Как ты думаешь, ты когда приедешь к маме, ты получишь любовь? Лучше. А сам сможешь отдавать любовь и чувства? Да, посмотрим. Конечно, смогу. Не каждый может забрать ребенка, но каждый может помочь ребенку из детского дома. Знаете ли вы, что многие детские дома в России нуждаются в дополнительной помощи? Не хватает пеленок, подгузников, базовых наборов продуктов. Именно поэтому Озон Фреш и Озон Забота запустили акцию, в которой может принять участие каждый из вас. Перейдя по ссылке в описании, вы можете заказать необходимую продукцию для подопечных детского дома, а Озон Фреш доставит их в конкретный детский дом. Спасибо вам, дорогие, за ваше неравнодушие. Леню вы знаете уже почти 2 года. Расскажите вообще, что это за парень такой у вас, светлый? появился? Леня действительно очень светлый. Это вот самое верное определение, которое ему можно дать. Он невероятно добрый. Вообще даже непонятно, откуда в этом парне, которого, в общем, была не самая простая жизнь, столько доброты внутри.
Для меня это удивительно, но для Лёни вполне нормально. К нему тянутся абсолютно все дети вокруг, которые живут у нас в домике. Это Лёня, как всегда, это главный нянь. Но самое главное, что у Лёни огромное стремление изменить свою жизнь. За эти 2 года он стал совершенно самостоятельным, да, потому что для взрослого парня всякие медицинские процедуры — это всегда такая тема немножко, да, щекотливая. Лёня все абсолютно научился делать сам. Лёня научился готовить, Лёня знает, как ходить в магазин, он занимается спортом, мечтает стать фотографом. Я надеюсь, что впереди его ждет действительно отличная полноценная жизнь, потому что он достоин этого как никто. Лёнь, давай расскажи, где ты живешь? Где твоя кровать? Вот моя кровать здесь, вот здесь я сплю, около окна. Так, это твой стол? Это, ну, общий, А, это общий стол. да. Чем там за этим столом можешь заниматься? Ну, всякое, ну, свои обязанности, которые делаю, там надо записывать. Вот. Ручка, все тут и есть, записываю. Прекрасно. Кто здесь с тобой рядом живет? Здесь Полина, здесь Даша спит, Угу. Юра, здесь никто. А там вот няня спит. Вот это первая комната, та третья. Вот все наши друзья. Вот это Валентина, там Сергей. Это вот, ну, это тут Света, старшая няня, тут работает, весит, гардероб тут. Как так получилось, что вот судьба вас свела? А Леню я увидела в первый раз здесь у нас в социальном центре. Он приехал в Москву после выезда наших врачей в Якутию. Ему требовалось дополнительное обследование и назначение. Так, Лёнь, давай рассказывай, что ты умеешь делать на кухне? Ты помогаешь няням? Да. Помогает? Так, что умеешь делать? Давай, можешь чай себе налить? Да. А Давай. вы будете? Ну, будем, если ты пригласишь, то будем, конечно. Давай. Вместе чай попьем. Лень, что у тебя, скажи, самое любимое блюдо какое? Которое я умею совсем знаю. Ну, давай, сначала начнем с того, какие ты блюда умеешь готовить. Дряники. И как, ну-ка, рассказывай рецепт, делись давай. И это нужно получать яйцо, мука, соль, Угу. картошка Да, сама. самое главное. Да. Да. То есть ты ее натираешь? Да, сначала помыть надо тщательно, почистить ее шкурки, потом берешь терку, натираешь, и еще один ингредиент – лук. О, да, кстати. Лук. Угу. Вот, лук тоже чистишь, на терке натираешь, потом мука, соль, яйцо, ну, по вкусу там. Угу. И это все хорошо мешаешь. Сковородка, масло растительное. И все по чуть-чуть, ну, как вам угодно берешь, раскладываешь. И все, и здесь пока они варят. Скажи, ты уже собрал чемодан к маме? Да. Все, у тебя там много вещей? 3 сумки, что ли? Ну, чемодан, рюкзак. И что-то мне уже не помню. То есть все твое богатство, Да. накопленное за долгие годы, да? Ну, еще чуть-чуть вещи там осталось убрать. И так все. Угу. Ну, а ты уже, не знаю, там везешь какой-то, может, маме подарок, не знаю, может, ты что-то нарисовал? Нет, Или... я рисовал не раз. У меня подарок вот, ну и некоторые подарок я уже Давай упаковал. показывай, что там у тебя за подарки. Вот. Угу. И это мама. Вот. Супер мама, смотрите. Классное какое сердце. Супер мама. Как маму зовут? Таня. Мама Таня. Так, это у тебя Алина. Это кто? Это старшая сестра. А где она живет? в Можайске. А, то есть она здесь живет, Да, в вот, Москве. да, 3 года. А когда ты с ней встретился?
4 февраля. Это первый раз был. А она знала, что ты здесь? Нет. Но потом узнала. То есть она тоже совсем недавно узнала, что... Ну вот, в январе, как я семью нашел, там мама всем сообщила. Вот. Она 4 февраля, и потом на мой день рождения пришла. Мгм. Так, а это кто? Алиса, это моя младшая сестра. Вот еще Алиса. Ну, в общем, конечно, сердца. Сердца от всего сердца, да? Да. Оля, посмотри, кто. Мгм. Так, сейчас Посмотри, кто пришел. Посмотри, кто. Как он же. О, привет, скажи. Привет. О, здравствуйте. Да. Лёнь, это кто? Расскажи. Это Коля. Самый младший у нас. Ты ему помогаешь, скажи? Да. Каждый день. А что делаешь? Играю, кормлю его. Гулять ходит. Да. Мгм. То есть это твой подопечный, Да. младший брат. Да. Как же ты его оставишь, Леню? Едешь сейчас? Ну, всего к всему. Он тебя понимает? Ну, иногда да, иногда он по-своему делает. Что он сам захочет, то и делает. А, Леня научил, да? Леня научил тебя? Да. Ой, ты. Кушай, кушай. так. Большой? Это Большой? Да. Ой, Это он такой большой. Сейчас каши наешься и станешь такой большой-большой. Ну, ты даешь. Ой, как Леня тебя кормит хорошо. Мгм. Ешь. Лень, ты думал о семье? О своей семье. О своей семье. Ну, думал, я хочу где-то после 30 лет. О, а почему так поздно, после 30? Ну, них совсем не хочется рано. Родителями быть и не хочется совсем рано дедушкой. Ой. А как ты думаешь, каким ты будешь отцом? Нормально. Нормальным? Да. Заботливым? Ну, а что? Не как зимой, который ничем не помогал. Мгм. А сколько детей, ты думаешь, у тебя? Ну, хотел бы, сколько детей? Ну, конечно. минимум, 2-3. А там уже как получится. Угу. Ляня, вообще воспитывать ребенка сложно, как ты считаешь? На ноги поставить его, выучить? Не сложно. Не сложно? И А что нужно для того, чтобы было? терпение. Это самое главное. И все? Да. Лень, ты можешь назвать свои 3 самые лучшие качества, человеческие качества? Добро, уважение и доверие. Ты доверяешь людям? Да. Ну, надо доверять все равно. Пускай он либо плохой, либо хороший, все равно. Мы же не знаем, какой он на самом деле. Все равно можно пока доверить. А там он все равно сам себя раскроет. А если тебя обманут? Вот ты идешь, доверяешь, а человек тебя обманывает. Ну что, мне много кто обманул. Тебя много кто обманывал? Но я не обижаюсь. Я их все равно прощаю. Обиду нельзя, не надо держать. Угу. Взять, простить и забыть, что было. Правильно. И все. Просто сказать, все нормально, все хорошо. Угу. Вот. Ну, так вот не бывает, что ты сядешь и говоришь, ну вот как так мне плохо, жизнь сложилась. Я о жизни плохом никогда не думал и не собираюсь. Надо говорить, все хорошо, все нормально. Никогда не отчаиваться. В конце фильма мы покажем вам долгожданную встречу мамы с Леней. А сейчас давайте послушаем историю кровной мамы. Почему так случилось, что ей пришлось отдать ребенка в детский дом? От видеокомментария она отказалась, но согласилась на телефонный разговор. Татьяна, давайте вернемся к началу жизни, к рождению, да, Лёни. Вообще,
как так получилось, что он оказался в детском доме? Что случилось? Расскажите эту историю. Но беременность у меня протекала хорошо, спокойно, как и у всех. У меня было 4 УЗИ, последнее было за 2 недели до родов. И ни на одном УЗИ ни разу, при том, что я делала у одного и того же УЗИста, ни разу не было слов, так что это не то с ребенком. То есть все было прекрасно, все хорошо. Все обрадовались, что будет мальчик, потому что у нас побит, так сказать. Да, 2 девочки. У вас же 2 девочки было, да, на момент рождения Леонида? На момент нет, я не младшую. А что случилось? То есть вы 9 месяцев вы отходили полный срок, правильно? Да, все по сроку. Все по сроку. Он родился на ножное прилежание. Да. Была грыжа, он как бы уже внутриутробно, все у него. Диагноз этот был. На УЗИ ничего не было. И при родах оказалось, что такой ребенок, мне его не показали, то есть его унесли, я что удивилась, думаю, странно, ну, обычно детей как вот рядом с мамочками, да, измеряют, взвешивают, и ну, конечно. к мамочкам ложат на грудь. Нет, его унесли, я сначала ничего не понимаю, потом подходит женщина с документами ко мне, подпишите, что вы его заберете. То есть единственное, что я спросила, где он, а вообще почему он как бы не здесь. Да. Ну, сказали, что увезут его в медцентр, медицинский центр тут у нас детский есть. То есть его забрали, и вы не знали, что с ним происходит? Вам сказали диагноз у ребенка? Нет. Я вообще абсолютно поняла ничего. Единственное, что мне сказали, что попала инфекция. Все. Единственные слова врача. Так, прошло 10 дней, вы приехали в больницу забирать ребенка. Ну, примерно, скажем, ну, сколько там, да. Я приехала не забирать, мне сразу сказали, что вы с ним ложитесь. Я говорю, хорошо, ну, дайте анализы. Я сдала анализы, все, в общем, я с ним легла, и вот тогда только я увидела, какой ребенок родился. А как он выглядел? У него. Как он выглядел, расскажите. Он был запутан в пеленку, но пеленка со стороны ног была в сторону. Ну, как бы вот если ребенок лежит на спинке, да, ноги были полностью повернуты на бок. Обе. Ну, как будто вот, я не знаю, там, как будто, знаете, так свернули, и вот ноги на бок. Да. Вот его развернули, я смотрю, что ноги как-то, не крайне, что с ногами. Я ему это поворачиваю спину, показываю спину, что там это грыжа, она лопнутая. И мы вот сколько мы лежали-то? Февраля по май месяц, 4 мая ему была сделана операция. Меня в этот день отпустили домой, 4 мая. Я в этот день написала отказ. Но после этого я обратно... меня отпустили на сутки на время, пока у него вышла операция. Якобы ребенок будет находиться в реанимации, и вас туда не пустят. И так как у вас есть старшая дочка, мы отпускаем на сутки вас домой. Ну и мы, в общем... Татьяна, а давление было со стороны врачей? Почему вы написали отказ? Да. Откуда вообще эта идея? Со стороны родственников. В плане том, что родственники как бы подумают, если старший ребенок есть, как она будет жить. Ну, что вот сейчас Леню заберешь, и старший ребенок ничего в жизни не увидит, будет прикован на кровати. Врачи тоже, они спрашивали, в каких условиях мы проживаем. На тот момент мы жили в общежитии, у нас была одна комната, 18 квадратов, поделенная на кухню и комнату. И вот нас так там 2, получается, жили на тот момент. Я, муж и дочка. Начали, видимо, вам нужна оборудованная комната для такого ребенка. Все стерильно, все, отдельная кровать, отдельное то что-то еще. В общем, они вплоть до того, что сумму называли, сколько это вообще все может стоить. И, чтобы забрать такого ребенка, вы потянете. Но я ясно понимала, что я не потяну. Во-первых, забирать некуда. Во-вторых, даже оборудование даже ставить некуда. Да. Просто получилось так, что вот давление было со всех сторон, так сказать.
А родственников, то есть получается, что со стороны родственники это кто? Мама, папа, муж? Это мои родственники и родственники мужа. То есть никто вас на тот момент не поддержал? Нет. То есть никто не сказал: Татьяна, да, забирай ребенка и ни о чем не думай? Нет. И врачи, я так понимаю, тоже вас подтолкнули к тому, чтобы, да, вы написали отказ. Все сказали, что этот ребенок, дай бог, проживет до года. Даже так? И все. Татьяна, вы помните, что вы переживали тогда? Вы же наверняка помните свои эмоции. Все, обида была на всех. Вообще на весь мир. В тот момент, наверное, вот сейчас фраза была, да, что Бог есть. Да. Для меня все эти годы его не было. Я была крещенная. Мне муж покупал крестик, которому это много позже сказала, я это носить не буду. Забери. Мы его освящали в церкви, ходили. Я очень крайне редко была в церкви. Это там, я не знаю, по какому рождению надо туда сходить. А Татьяна, у вас разочарование в Боге? То есть вам кажется, что вас Господь оставил? Да. Да, у меня вообще, знаете, какая-то жизнь такая, что меня просто испытывают. Написали отказ, и дальше что? Вот как с этим жить? Вот, грубо говоря, что ты оставляешь ребенка и уезжаешь, все. То есть, да, ты оставляешь его. Нет, я легла обратно в больницу. Так. Мне же только дали сутки, пока ребенок в реанимации. Мне с утра позвонили, сказали, приезжайте. Я поехала обратно в больницу. Угу. Мы еще пролежали практически до конца мая мы еще с ним пролежали. Но я уже на него тогда вот тогда, наверное, у меня уже прям другие слезы начались, уже такие осознанные, что я там не сегодня-завтра тебя вижу в последний раз. Да. А уже привязанность. Я уже все, я уже написала, ну все уже. Я уже отвалила глупости, так сказать. Но на тот момент, знаете, я прекрасно понимала, что я действительно, у меня нету ни финансовых возможностей, ни жилищных, коммунальных условий. Вообще у меня нету. Я заработала. Как бы муж, знаете, такой... Не хочу, наверное, оскорбить, но да. Не буду это делать. Но семью тянула я. А кто вы по профессии, Татьяна? А никто, продавец. Продавец. Вот на продавца я выучилась, да. Я училась на медика, но я бросила в свое время. Так сказать, дура была, маму не слушала. Да. Поэтому, да, не получилось. И в 17 лет я выучилась на продавца. И все, и как бы и так вот то там, то сям. Возможности учиться да. У меня не было, потому что надо было работать, надо было поднимать семью, у меня ребенок хочет ходить на танцевальный, и в садик, и там и то-то ходить, и в таких-то нарядах. Я прекрасно понимала, куда я пойду. Вы помните тот день, когда вы Леню увидели в последний раз, вот когда вы его оставили? Да. Да, помню. Как это было? В общем, мы его привезли. Нас выписали когда из больницы. Где-то в той малютке был, я не помню, то ли карантин, то ли какие-то комиссии, то ли что-то, короче, было. И мы его сразу привезли туда. То есть он у нас дома еще там несколько дней, дня 3-4, сколько там побыл дома. В общем, через несколько дней мы привезли, нам позвонили, сказали, можно приехать. Привезли его туда. Там врачи осмотрели, справки, документы все забрали. Единственный вопрос, какой именно на тот момент отдали. Если он умрет, вы будете хоронить или государство? Я говорю, можно прям. Ох. Это был единственный, наверное, вопрос вообще в мою сторону. То есть они его забрали, сначала дверь была открыта, я наблюдала, как они осматривают, распреновывают. Потом увидели, видимо, что он я стою под дверях, подошли, дверь закрыли, ну и все. То есть потом вышли, его унесли, туда, как бы дальше по коридору, там где двери, да, я не знаю, с глазами. И вот мне вышли, и вот такой вопрос задали, и на этом, пожалуй, все, наверное. Потом они обращались, хотя везде, вот вообще везде пишут, что
Я продала, и больше меня якобы там не было. Угу. Так, Я не хочу себя оправдывать, и я никогда, наверное, в интервью-то я не... Ну, мы вот, допустим, с подружкой мы забирали, делали сбор вещей и обуви. Увозили туда. Большие у него такие большие сумочки же есть, китайские. в дом малютки, да? Да, мы возили вещи, мы возили игрушки. Татьяна, а с Леней вы больше не общались? То есть, ну так, чтобы понятно, что помогали, то есть, ну как волонтеры, можно сказать, да? А больше вы с ним не виделись? То есть вы не приходили к нему, не там с ним? Я приходила, мы назначали, да. Ты когда можно 2 раза, или 3 раза, по-моему, это было, я не помню. Мы назначали, например, там, вот приедете в следующем месяце. Например, Да. Я говорю, да, хорошо. И вот к тому моменту, когда уже вот дата там подходит к тому, что можно было ехать, у нас карантин или у нас еще что-то. Как-то еще не получалось. И потом я даже не помню, сколько Лене месяцев было. Ну, маленькие еще, там, может, полгодика, не знаю. Они вот очередной раз я приехала, и они все, да, можно заходить. И они даже разрешили мне его покормить в бутылочке. Так. Это вот был последний раз, когда я его... Ну, 6 лет назад только приехала. Я поняла. И после этого вы, получается, вот до 18 лет вы не знали, где он, что с ним? Нет. То есть никакой информации у вас не было о сыне, да? Я писала в несколько детских домов, но отвечали, что у нас такого нет ребенка. Татьяна, а что, вот скажите, хотелось найти, хотелось увидеть, хотелось помочь? Что вот эти годы все? Вот вы можете о своих переживаниях еще рассказать? Да, наверное, хотелось ее увидеть и обнять. Не знаю, хотелось очень много изменить. Вот это за все эти годы это хотелось. Вот вы с ним поговорили. И когда к вам пришло вот это решение позвать его к себе домой? Это только разговор об этом зашел, что Леня хочет семью. И мы даже, как сказать, сразу. Я говорю, у меня муж сразу. Мы даже это не обсуждали. Как бы, ну, я думала, что мы будем обсуждать, что я, может быть, там... Все-таки, как бы, знаете, второй мужчина, не отец, еще такой ребенок. Но мало ли, да, испугается человек. Как правило, таких много, да? Ну, думала, надо будет как-то разговаривать, убеждать, показывать. Да. Ну, у меня совершенно оказался другой муж, которого не надо было ни в чем убеждать. Который все принял нормально, прекрасно, ко всему адекватно отнесся. Я буду помогать, я там... Ни разу не было разговоров, что Таня, может, подумаешь, Таня, вот не так, там, тут. Ни разу вот. Не то, что у нас квартира маленькая, не то, что у нас тут так много. Как быть, там, чего делать, где что искать, какую-то мебель, что-то, выкручиваться как-то. Не было вообще таких разговоров. Сразу же. Я и дома всем сказала. Я говорю, даже думать не буду, я даже никого больше слушать не буду. Говорю, я все время выслушала. Лёнь, я уверена, что ты готовишься ко встрече с мамой. В голове мысли какие-то у тебя есть? Вот какие ты слова ей скажешь, когда ты, может быть, сядешь не за стол? Вот что ты ей скажешь? Спасибо за все. И я ее очень сильно люблю. Ну и прощу за все. Но я ее и так простил за все. Но она все равно себя виноватым чувствует. А за что ты ее любишь? Просто так за все. За то, что родила? Да. И за то, что позвала? Да. Да? Да, туда. Не волнуйся, смотри вперед.
Света, наверное, вперед. Леня, как впечатление? Нормально. Он такой же немногословный, как и я. Здорово. Я ему говорю, как еще на день. Я совсем недавно нашел семью родную. Я живу у них, они меня любят, и я их люблю очень сильно. И я еще хотел рассказать про одного мальчика, его тоже зовут Леня. Он живет в Волгоградской области, ему 5 лет. Послушайте его историю. Как тебя зовут? Леня? Сколько тебе лет? Это сколько? 4? Знакомьтесь, это Леня. Он проживает в детском психоневрологическом интернате. Леня очень открытый, добрый, общительный ребенок. Легко идет на контакт со взрослыми и с удовольствием общается со всеми детьми в группе. Вася! Привет, Лень! Помаши ручкой, Лень. Страшно? Классно? Лень, чем любишь заниматься? Гулять. Как зовут твоего воспитателя? Лариса Николаевна. Леня активный мальчик. Он легко вступает в контакт с преподавателем. Ему нравится заниматься, выполнять разные задания, но при этом он может часто отвлекаться и переключаться с одной деятельности на другую. Давай дальше, другую фигуру. Какой цвет? Какой цвет? Нет. Фиолетовый. Леня легко идет на контакт, понимает обращенную речь, участвует в общей беседе, хорошо отвечает на вопросы взрослых и благодарит за помощь и содействие. Бы хотел попасть в семью? С мамой, с папой жить хотел бы? Хотел? Все мечтают о том, чтобы найти Лене семью. Именно с мамой и папой он сможет раскрыться и показать, какой он замечательный мальчик. Будущие родители, по этому номеру телефона на экране вы можете позвонить и узнать все подробности по устройству Лени в семью.